в руководстве страны есть предатели. Есть люди, купленные, работающие, есть белорусская пятая, шестая колонна. Кто это? Зеленский, Ермак, Шмигаль. Кто? Кто? Резников, Порошенко, Кучма, Турчинов. Кто? Пинчук, Ахметов, Новинский. Кто? Или депутаты Арахамия. Кто? Скажите. Или глава Верховного Совета, кто предатели, кто обслуживает интересы на сегодняшний день Лукашенко в Украине. Скажите, что же вы врете? У нас вы занимаетесь Зеленский узурпаторы, вы узурпаторы власти, вы не защищаете интересы украинского народа. Вы нарушили Конституцию, Зеленский, вы все время ее нарушаете. Это первое. Второе в этом всем вчерашнем процессе. Это позиция Арестовича. То он ее меняет, то не меняет. Он сказал, что ему друг сказал, что было 2 хлопка. А потом говорит, ну он привык верить. Кому верить? Он говорил, что он уставший, то он не вытянул, то еще. Теперь вернулся к прошлой версии, что типа это все-таки сбитая ракета, которую сбили украинские ПВО, и она упала, не разорвалась. Слышите, там было 900 почти тонна взрывчатки, она не разорвалась, а упала, и уже когда упала, взорвалась в доме. Слышите, как интересно звучит. Упала, не разорвавшись, и уже в доме самом разорвалась. Ну, что-то это значит, а что это значит? А не означает ли, у меня в комментарии, что типа вообще там как бы очень такое какое-то вообще подозрительное, там что взрыв был какой-то совершенно непонятный, что дом сложился, вот это парадное сложилось. А складывается так обычно, когда типа бывало там вот рядом у них в каком-то там году был взрыв газа, да, то есть что-то внутри взорвалось. Аж как это могло внутри взорваться? Это что, появилось аналог путинского рязанского сахара или что, ребята? Потом говорят, что несколько хлопков было. Вокруг же камеры стоят, что они все же было видно. То есть, что же вы не покажем? Ну, есть версия, что она летела по руслу Днепра, это ракета Х-22, а там рядом есть электростанция, и она прямо полетела на этот дом и так далее. То есть, возникает очень много каких-то, ну, таких, скажем, очень гнилых моментов. Очень много. И вы смотрите, все молчат. То есть произошло беспрецедентное событие. Вспомните, как в Виннице было, как в Краматорске было, как в других местах было. Сразу выскакивали и начинали комментировать. А тут молчание. И со стороны Зеленского, и со стороны Ермака, и Резникова, и Шмигаля, и Залужного. Все как будто себе рты зашили тихонько, язык в одно место в 5-ю точку вставили и заткнулись. То есть что там произошло? А 20-го заседание Рамштайна. Да? А фактически, что дуля с маком, то есть ничего, сейчас заявляли, там, что типа Сунак даст Апачи. Представляете, эти вертолеты? Вот, то есть брехня, Сунак это вообще, это мистификация. Помните всегда про Сунака, как он снимал вечеринки, будучи доверенным лицом, которому Джонсон доверял, министра финансов, он со своего офиса снимал вечеринки, где Джонсон там с другими танцевал. Вот, там еще выяснится, что это все вообще было придумано и так далее. То есть это ж Сунак специально разработал модель, как устранить Джонсона, как устранить Лизу Трасс. Потом же с телефоном там ее, да, который вдруг куда-то пропал, а на нем что-то вдруг оказалось и так далее. То есть Сунак это еще тот парень. Поэтому рассчитывать, что Сунак что-то будет для Украины делать, это просто бред пьяного ежика или акушера, который, так сказать, достает что-то с этого ежика после его того, как он с ежихой что-то сделал. То есть но это для недоумков, это все специально, это все вот этот желто-зеленый туман. Он специально распространяется, он специально везде присутствует. Вот эта брехня, домыслы, рассказы. Что это как в Советском Союзе обещали построить коммунизм. Вот так Зеленский обещает, что ему дадут оружие, что он победит, что это все, вы давайте терпите.
будет это наступление, там, когда-то весной, потом скажут летом, потом осенью. Уже некому будет говорить, правда, все уже выздыхают. Уже Украина останется просто выжженная земля и поле. Уже кто уедет, кто на тот свет уйдет, кто-то еще-то. То есть мы видим с вами, что Зеленский не в адеквате. Давайте реально говорить. Давайте. То есть его брали вообще под другую функцию. Его брали просто, что надо было не допустить Порошенко, но не более того. И на этом надо было вот это все президентское правление заканчивать полностью. То есть логика была очень простая, что Зеленский это последний президент, которого избирают на прямых выборах. Что нам, Украине, не нужны такие президенты, а просто они избираются в парламенте. То есть все шло по нормальной логике. И вдруг на тебе. Вдруг прилетела эта война с февраля месяца. То есть у Зеленского уже никакой вообще не было поддержки. Он уже вообще летел, я же говорю, как фанера над Парижем, к Макрону туда. Все уже. Уже он никто был, и звать его уже было никак. И вдруг появился какой-то герой, которого уже просто вся толпа уже на руках. И дамы чепчики бросают, уже 60%. Он уже прямо выше, чем этот Путин стал. Представляете, как народу можно лапшу на уши навешать? И народ верит, потому что не хотят анализировать и не могут. И не могут. И вот сейчас мы наблюдаем очень серьезную какую-то коллизию в этом Днепропетровске. Очень серьезную. Очень много уже людей, которые расстали с жизнью, уже сколько там, больше 20, 24 или сколько. Там, конечно, это просто трагедия и во всех отношениях. Но что надо сделать? Камеры, мне же комментарии тоже пишут, я же ничего не придумываю, только рассказываю то, что мне пишут. Вот смотрите, камер там много, все же видно. Ну так возьмите, сделайте анализ, покажите. Покажите, что произошло, как, поминутно. Это же не вопрос. Но этого почему-то никто не делает. Почему? Вот понимаю, почему вдруг Арестович стал эту версию отстаивать, что ему поручили. Почему нет, никто не выступает с офиса президента, там, например, пресс-секретарь, который бы дезавуировал эту, так сказать, версию. Или подтвердил Арестовича. То есть, фактически, есть какая-то очень серьезная провокационная ситуация. Но она все равно вылезет наружу. Это же скрыть нельзя. Это скрыть не удастся никому. Я думаю, Филатов мэр там есть, и в конце концов же этот есть там, который возглавляет, там он, у которого этот забрал гражданство, да? То есть, фактически мы с вами имеем ситуацию, которая беспрецедентна. Но такие варианты уже были. Вы помните, да, там, когда надо было, все нагнеталось. То там где-то взрывчатку где-то в урне обнаружили, то там один какой-то мужчина бегал, не сдавался, его застрелили. То есть вот эти все варианты уже были провокаций. Помните, да? Поэтому, что, Шеремета раскрыли убийство, когда он выехал на машине этой Притулы, которая тоже каким-то способом вот была с этим Гонгадзе связана. Что, может, дело Гонгадзе раскрыли, да? Вот. Нет, ничего, правда? То есть есть какие-то такие что, может, Черновола убийство раскрыли, Саши Емца, может, раскрыли, Юрия Рабца раскрыли, Марчука была авария, когда на него желтый джип летел. Может, что-то кто-то раскрыл? Да? Нет, ничего не раскрыли. А что не раскрыли? Правда, так странно как-то. То есть мы сейчас видим, какая-то очень тяжелая есть ситуация. И она будет развиваться. Она может привести к чрезвычайно тяжелейшим последствиям. Она может привести к колоссальному внутреннему и международному политическому кризису. Запад же так не оставит. То есть, фактически, тут еще важная вещь, которая сегодня произошла. Ну, давайте так, о событиях. Ну, там в Непале, вы знаете, да, там самолет накрылся. Почему это такое интересное совпадение, что там практически столько же, как говорится, ушло людей, как и в случае с Днепропетровской почти
этой всей драмой. И вдруг так они бац и получились так. И знаете, это есть, как говорится, отскок, когда идет, когда как бы какое-то событие, так сказать, организовывается, это просто ж ничего никогда не происходит, то всегда надо куда-то отправить, так сказать, отскок. Вот в Непал вдруг бац, и там, так сказать, самолет один отскочил. Ну, в Белгородской области тоже ж произошло, да, кто-то там, этот парень там взял гранату, начальник взвода, московит там один подорвал, там вообще целая комната там сдетонировала с оружием, вот, там куча всяких пропавших без вести, пострадавших, то есть раз, второй отскок произошел, правда, как интересно. И вот таких отскоков как бы много произошло. И тут вдруг сейчас появилось одно очень важное заявление. Ну, с Апачи оказалось, что это брехня. То есть сказали, что нет, все сказали, нет, это все неправда. То есть тоже вдруг раз, вертолеты вроде как дают. Нет, никто ничего не дает. Да и танков этих тоже никто ничего не дает. Все брехня, это английские танки и так далее. Самое вроде дают, ну посмотрим, сколько там их. 3-4 дадут, если Сунак даст. Это же большой вопрос. И вдруг появляется еще одна очень важнейшая информация. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии, то есть человек фактически уровня почти как Шольц, как Ткаченко когда-то говорил, такой был глава Верховного Совета Украины. Каже, я не перший, але я не другий. Так вот, смотрите, он вдруг заявляет, что надо искать компромисс, надо идти через прекращение огня, надо дипломатию задействовать, надо искать дипломатические методы, а не вооруженные. То есть турок так заявил, венгр сейчас так заявил, вот этот теперь заявляет, то есть уже понятно, Германия заявила, что даже если они дадут леопарды, то это только, они появятся только у Украины через год. Як бідному женитись, так і ніч коротка, да? Поки сонце зійде, роса очі виїсть. То есть, фактически Украина на сегодняшний день уже заговорили о том, что, видимо, придется с Бахмута отступать, чтобы выровнять линию фронта и так далее, и так далее. Уже готовятся они прорываться на Запорожье. То есть, фактически все трещит по швам. Все трещит по швам. Возникает вопрос. Что происходит? Где происходит? Как происходит? Россия опять заявила, что она готова на прямые переговоры просто по прекращению огня и гуманитарным типа коридорам. То есть, по сути, идет какой-то очень сложный процесс. Очень сложный процесс. Но вывод можно какой делать? Что Украину бросили 100%. Запад Украину бросил. Вот, мальчики мои, девочки дорогие, вот это себе уясните. То есть ничего Украине для наступления ближайшие недели, а речь идет о неделях, не дадут. Более того, надо же как-то линию удерживать. Так вот, оружие для того, чтобы ее удерживать, я так понимаю, почти что не осталось. Вот это второй вывод. Третий вывод. Энергетические электрические мощности, генерирующие, настолько подорваны, что речь может идти уже даже не о днях, а о неделях, заявили те люди, которые за это отвечают. Гласно, публично. О неделях. Это если сейчас не будет 20 градусов, 15-20 градусов мороза. Они в ближайшее время могут быть. То есть практически вы останетесь в городах, Киев и прочие города, без света, без тепла, воды, канализации и всего остального. Тогда не будет ни подвоза продуктов, ни всего остального. То есть думайте, вот в этом плане все время себе думайте. Никому не верьте. Что вы верите? Кому вы верите? Кому? Артисту верите? Комику верите? Рассмеши комику? О чем вы говорите? Подумайте, посмотрите его передачи. 95-го квартала. Очнитесь, дорогие мои, просто очнитесь. Он что, от этого поумнел, что он в кресло сел на Банковой? Что он в этот бронированный сел в эту машину? Или что за ним ходят охранники? Или Ермак такой умный стал, что его взяли на непонятно какую должность, с кем и для чего? Ну, понятно, естественно. Вы о чем? Что им что-то добавилось? Или этого паренька взяли с менеджеров этого Ахметова и сделали премьером Шмигалем? И он стал что, премьер? Или Резников, маленький юрист, стал министром обороны? Вы о чем, дорогие мои? Очнитесь. Вывод делаю. Не ждите ничего, пока окно за границу открыто.
быстренько собирайте манатки и вперед. 3 месяца пройдет, почему мне говорят, вот вы призываете, я ни к чему вас не призываю, я вам просто говорю, вы должны выжить. Вы должны выжить, потому что будет Украина. Но пройдет период, так как было в 1666 году, в 20 веке было. То есть это все было. Поэтому не надо повторять ошибки, не надо наступать на эти грабли. Причем это не грабли, это вообще как бы убийственный эксперимент на себе. Не делайте эти эксперименты. Зачем на себе ставить эксперименты? Зачем пропускать вам через свою грудь груженные самосвалы со снарядами? Объясните мне. Я что-то не могу совершенно понять этого.